Здравствуйте, товарищи! Привет, друзья! Ну вот, наконец-то мы добрались до своего оригинального шоу от BMI Russian. Правда, то, что вы видите в ближайшее время, это все-таки не основной сезон, а лишь предисловие к нему, пилот. Сам основной сезон, я хочу, по крайней мере, в это верить, мы снимем несколько позже. Сам основной сезон мы снимем летом, ну или ближе к нему. А о чем он будет, сейчас Алексей расскажет. Алексей расскажет не о первом сезоне, а о том, о чем, собственно, будет шоу. Шоу будет в первую очередь об автомобилях. Мы будем путешествовать по какой-то из стран, рассказывать об ее автокультуре, автоистории, встречаться с разными интересными людьми, побываем в тюнинг-ателье, на гоночных трассах, в автомузеях и прочем, что связано с автомобилями. И все-таки это будет путешествие. Мы выберем какую-нибудь страну, найдем в ней самое-самое интересное и вам расскажем и покажем. Мне все-таки хочется верить, что это будет та же самая страна, в которой мы будем рассказывать об автомобилях. Кстати, куда мы собираемся-то вообще? А собираемся мы сейчас в Литву и в Латвию, а конкретнее в Ригу и в Вильнюс. И времени у нас осталось совсем немножко, поэтому предлагаю ехать. Ну, поехали, что ли? Мы начинаем наше путешествие из Калининграда, чья область по стечению обстоятельств не имеет с Россией никаких общих границ. Да, так сказать, частица России в Европе. С одной стороны у нас находится Литва, а с другой Польша. Поэтому путешествовать на машине из Калининграда в Европу очень близко и удобно, чем мы и воспользуемся. Что же нужно гражданину России для автопутешествия по Европе? А нужно, помимо машины, следующее. Действующий загранпаспорт, шенгенская виза любой из стран Евросоюза, медицинская страховка, права, говорят, что международные, но по опыту достаточно и российские. Автостраховка, так называемая грин-карта, карта техосмотра, ну и если вдруг машина зарегистрирована не на вас, желательно доверенность, еще и переведенная, ибо российские таможенники иногда ее спрашивают, хотя не имеют на это никакого права. Но с таможней на границе, сами понимаете, спорить глупо, поэтому лучше иметь доверенность, чем иметь проблемы. В общем, да. Таким образом, стартовав ясным солнечным утром, за ненавязчивыми разговорами мы добрались до границы с Литвой. Ведь общеизвестно, что Калининградская область самая маленькая, насколько я знаю, область в России. Так что до границы мы доехали достаточно быстро. И сейчас мы планируем остановиться на заправке. Традиционно, как и любой русский турист, выезжая за границу, мы заправляемся, поскольку топливо за границей, то бишь в Европе, стоит намного дороже, чем в России. А чтобы дополнительно его сэкономить, мы будем использовать присадку Эконкар. Да, ребят, натуральный продукт плейсмент, но мы неоднократно говорили, что не связываемся с лохотронами и ценим свое доброе имя. Конкретно я присадку проверил на этой самой машине, и результаты сугубо положительные. Заправившись, мы преспокойно въехали в Евросоюз, а конкретно в Литву. И именно с нее начинается наше путешествие. Что сказать по особенностям литовских дорог и поведению на них? Ну, само покрытие трасс, как правило, очень хорошее, разметка четкая, светоотражающие столбики в наличии. Большинство дорог однополосные, но это искупается малым количеством транспорта на них. ПДД тут очень близки к российским, за редким исключением, ну, например, скорость движения в населенных пунктах ограничена 50 км в час, как и во всей Европе. А еще при наличии у светофора вот такой зеленой стрелочки можно поворачивать направо под красным. Штрафы в Литве весьма высоки, например, превышение скорости на 10-20 км в час карается штрафом до 30 евро, а на 20-30 уже сотни. В общем, дешевле не нарушать. А мы, знаешь ли, и не собираемся. Ай-яй-яй. Вот надо сбрасывать скорость, дабы не попасть под камеру. И в общем и целом здесь, несмотря на то, что постоянное ограничение скорости до 70 км в час иной раз, сама скорость движения получается относительно быстрой именно за счет того, что ты нигде не застреваешь. И едешь себе, едешь в своем темпе, что, на мой взгляд, очень удобно. По пути в Вильнюс мы не смогли проехать мимо Тракая. Тракай – небольшой городок, окруженный озером, где каждый июль проводится красочный фестиваль. В свое время Тракай был центром Литвы, но когда между Каунасом и Вильнюсом была проложена дорога, он оказался расположен в стороне от торговых путей и в XVI веке потерял свою значимость, а Вильнюс приобретал все большее значение. Основной достопримечательностью города является островной замок. А еще в 1900 каком-то там, по-моему, 79 году здесь снимался кусочек легендарного советского фильма «Приключения электроника». Он снимался во дворе этого самого замка Тракай. Мальчики, внимание! Сразу к бегу! Ресси, за мной! Этот замок, построенный в готическом стиле, сочетал функции крепости и дворца. Это была одна из самых неприступных крепостей во всей Восточной Европе. Ни разу за всю историю врагам не удалось ее завоевать. Центр замка – княжеский дворец, окруженный толстой крепостной стеной и находящийся под защитой оборонительных башен. Между спальней князя и казначейской палатой был тайный ход, который вел во внутренний двор.
Замок был оборудован системой воздушного отопления. Горячий воздух поднимался по трубам и согревал холодные каменные стены. О небывалом богатстве замка свидетельствует тот факт, что даже лошадиные седла были золотыми. Несколько таких седел вместе с лошадьми были подарены московскому князю Василию I. Вот так выглядит внутренний двор этого замка. Так как с погодой нам не очень повезло, на улице дикий дубак, несмотря на то, что светит солнце, я предлагаю ехать дальше и смотреть Вильнюс. Буквально ненадолго задержавшись и посмотрев на достопримечательности, мы отправились к своей основной сегодняшней цели – Вильнюсу, и через 30 километров въехали на окраину города. Наконец-то мы в Вильнюсе, столице Литвы. Начнем изучение города мы со старой его части, а конкретнее с башни Гедемина. Поднимемся мы туда на фуникулере. Билетик уже в кармане. Поехали. А стоит, между прочим, билет 1,5 евро в оба конца. История многих древних городов начинается с легенд. Есть своя легенда и у Вильнюса. Она повествует о том, что на том месте, где стоит этот город, в начале XIV века шумели дремучие леса. Они были излюбленным местом охоты князя Гедемина, правившего Великим княжеством Литовским. В один из дней охота затянулась допоздна, и князь решил не возвращаться в Тракай, а заночевать здесь, и приснился ему сон. Он увидел страшного огромного волка, которого, несмотря на все усилия, убить не удавалось, как будто он был одет в железные латы. Князь проснулся и под впечатлением сна приказал позвать языческого жреца, охранявшего в долине реки священный огонь, чтобы тот растолковал ему сон, а тот ответил: «О, великий князь, твой сон – это воля наших богов. Железный волк означает замок, который ты должен построить на горе в устье реки Вильни. И будет он неприступным и грозным, как тот железный волк, которого ты видел во сне. А рядом с замком вырастет вскоре большой город, слух о могуществе и красоте которого разнесется по всему миру». По душе пришли к князю Гедемину слова старого жреца. Он щедро одарил его и вскоре после возвращения в Тракай приказал на горе в устье Вильни возводить замок, а в долине строить город. Так, согласно легенде, Гедемин основал Вильнюс и сделал его столицей Литвы. Мы находимся сейчас у самой башни Гедемина. Весь город у нас как на ладони. Безумно красивое зрелище. Башня Гедемина – это основной символ не только Вильнюса, но и Литвы. Вся история страны началась с этого места. Сейчас внутри башни находится музей, а здесь расположена смотровая площадка. Прогуливаясь по старому городу, мы набрели на настоящее готическое совершенство – костел Святой Анны. Он сохранился в неизменном состоянии с 16 века. Даже сам Наполеон Бонапарт хотел поставить его на лодыжку и унести в Париж. По крайней мере, так гласит городская легенда. В советские времена его тоже не тронули, не сделали из него ни бар, ни клуб, ни склад, а поставили сюда орган. Звуки его можно слушать и по сей день. Время уже клонилось к вечеру, так что бегом-бегом по старым улицам к машине и к последней достопримечательности. Здание Центра литовского радио и телевидения, проще говоря, телебашня, было построено в 1980 году, и с тех пор это самое высокое здание в стране. Ее высота 326,5 метров. На 19 этаже, где, собственно, я сейчас и стою, находится ресторан с романтическим названием «Млечный путь», а также смотровая площадка. Говорят, что в хорошую погоду с этой высоты в 165 метров открывается прекрасный вид не только на сам город, но еще и на его окрестности. Сейчас, к сожалению, темно, но тем не менее мы можем насладиться панорамой ночного Вильнюса. Вильнюсская телевышка также носит гордое звание символа борьбы за независимость. В 1991 году при попытке освобождения башни от советских войск под гусеницами танков и обстрелами погибли 15 человек. В память об этом событии на первом этаже здания был создан небольшой музей, а у подножия вышки установлен обелиск. На этом наш мини-осмотр города закончен, и мы поехали к основной цели нашего путешествия в Вильнюс, а именно в тюнинг-ателье Ground Virus. Владелец гаража Миндаугас, хоть и всегда говорит об ателье как о бизнесе и на камеру очень серьезен, по жизни веселый и очень доброжелательный человек, который нам изо всех сил помогал буквально во всем, включая общение с другими гаражами. А еще он яростный фанат мощности и скорости со своим личным мини-автопарком, в котором есть, например, микроавтобус Volkswagen Transporter T4 с установленным продольно двигателем от Volvo V70 мощностью за 200 кобыл и системой Quattro от Audi. Все было после того, как разошлась тюнинговое ателье Ground Zero. Мы решили создать Ground Virus. В основном машины
для дрифта и для драга. Некоторые машины уличные, мощные. Мы любим мощность, любим такой автоспорт, где нет ограничений. Любимые проекты точно сказать очень сложно, потому что все они разные, все индивидуальные. Но так как я сам начал работать с Audi, так что любимый проект, наверное, будет украинская Audi, на которой я в 2008 году побил литовский рекорд по драг-рейсингу. 4 года никто не смог сделать лучше. Время было 9:64. Как вы, возможно, поняли, сам Миндаугас предпочитает дрэг, а самой сильной своей стороной считает настройку мозгов и работу с двигателями, из коих предпочитает двигатели Audi, а также вторые GZ, как и многие в Европе, да и не только в Европе. Вообще же Ground Virus, созданный примерно в 2007 году, успешно занимается буквально любыми серьезными проектами, от дрифта до ралли-кросса. На момент, когда мы приехали, например, в цеху стояли 500-сильная S14, заточенная под кольцо, пара дрифтовых машин, пара машин под тайм-аттаке, а также два очень симпатичных дорожных проекта. Первый — практический слипер Audi S3, который нам очень понравился внешне своей аккуратностью, отлично сочетающийся с начинкой. И второй — абсолютный слипер, про который Миндаугас в 2 словах расскажет сам. Проект Audi 80, который был сделан полностью в Ground Virus ателье. Снаружи, как вы видите, стандартная обычная машина, а внутри старенький 2-литровый движок АБФ, с которого сняли порядка 550 кобыл. Причем для Миндаугаса подобная абсолютная норма. полностью кованный, коробка 6-ступка, система Quattro, керамическое сцепление, турбина Гаррет, электроника Niro i7, биоэтанол. А с движка 1.8 той красивой S3 снято 520 лошадиных сил. И машина уже 3 года живет и здравствует, потому что в Ground Virus знают, что нужно сделать с Audi, чтобы она валила и при этом не развалилась. Помимо вопроса о любимом проекте, был вопрос и про самый мощный проект на данный момент. И Миндаугас показал вот это. Мало того, подъехал еще и владелец этого. Имел Audi Quattro, сделано тоже Ground Virus коллективом, имели 760 лошадей, но была такая возможность поехать в Англию на Санта-Пост трассу, попробовать там. Попробовали, посмотрели, что не получается ехать так быстро, как хочется. И поговорил там, познакомился с людьми, которые занимаются этим драг-рейсингом уже, не знаю, 50-60 лет. И они показали мне эти машины, я так и продал Audi, купил эту. Точнее говоря, купил он в Англии только кузов и раму у товарищей, которые занимаются подобными проектами около 50 лет, и с тех пор, что занятна конструкция рамы, неизменна. Кстати, такой автомобиль Alter в Литве, а то и в Восточной Европе только один. Кузов Fiat Topolino 36 года, движок твинтурбовый LS объемом 5.7, построенный в Ground Virus. Мощность свыше 1000 лошадей. Как поедет, увидим в этом году. Я же пока попробовал просто туда залезть. Как и в любом адовом корче, там ужасно неудобно. Да, это передача. Это я понял. С местом тут полная задница. Закончив съемки и разговор с Миндаугасом, который не на камеру длился, наверное, часа 2,5. Кстати, он весьма заинтересовался чемпионатом по тюнингу PTF, который в этом году будет в Москве. Так вот, мы вручили спонсорские подарки и уже ночью отправились в расположенный неподалеку от Вильнюса маленький курортный городок Бирштанес для ночлега. Почему не остановились в Вильнюсе, узнаете чуть позже. Ну что, друзья мои, времени уже час ночи. Мы доехали до замечательного городка Бирштанес. Честно говоря, сил на разговоры какие-то нету, потому что и поздно уже, и сил мы сегодня потратили немало, поэтому давайте обо всем завтра. Жека уже ушла, и я, наверное, проследую за ней. Спокойной вам ночи. Доброе утро. Наконец-то покажу вам отель и номер, в котором мы находимся. Вот, собственно, что в нем есть. Диван, стул, свет, кровать, телевизор, холодильник. Ну, покажи людям, какой прекрасный телевизор. Собственно, вот так вот выглядит санузел. Все это удовольствие обошлось нам в 35 евро. Наверное, по меркам
общеевропейском это недорого, но учитывая, что это курортный городок и не сезон, ну, скажем так, ничего. Из минусов, смотри сюда, например, вот эта замечательная дырочка, когда вы утром встаете, подтягиваетесь и смотрите на улицу. А улица смотрит на вас, учитывая, что наш балкон выходит прямо на одну из площадей Бирштонса. Очень мило. Сейчас совершенно не сезон, поэтому городок совершенно пустынный и вообще производит впечатление вымершего. Ладно, отправимся-ка мы в следующую точку нашего путешествия. Небольшой городок Принай, что всего в 5 километрах от Бирштонса. Принай впервые упоминался в 1502 году, а в 1609 ему предоставлено магдебургское право, что можно считать началом Приная как города. Главной достопримечательностью и ценностью Принайского района, безусловно, является его природа. Ведь большая часть этого района расположена в национальном парке Излучин-Нямнуса, а знаменитый Принайский бор известен далеко за пределами Литвы. Но на сей раз нам совершенно некогда обращать внимание на какие-то местные красоты, ведь в этом малюсеньком городке с населением буквально в 11 тысяч человек происходят весьма интересные вещи. Для начала здесь есть вот что. Это вот что, ателье Dog Custom Works под руководством Ромаса. Раньше Ромас занимался постройкой крутых модных корчей, и уличных, и для дрифта, и для дрэга. А с возрастом внезапно переключился на реставрацию классических автомобилей. При этом он большой фанат JDM, что накладывает определенный отпечаток и на нынешнюю работу. Например, настоящие фанаты Трюже Дельме сразу догадаются, что это за машина. Это, ребят, Хакасука Skyline в кузове C10. Самое, что ни на есть классика, которая готовится получить вторую жизнь. Начиналось в 2002 каком-то году, когда появилась первая, то есть японская машина, если начать с этого, то есть поскольку Япония, все такое. Та машина, с которой вообще все началось, это Целик. То это Целика, 6-е поколение, это была как-то, это первая любовь конкретно к машинам нормально. Началось все с музыки, но потом, как это обычно бывает, пошло-поехало. Европейские и американские форумы, переделки, касающиеся двигателя, подвески, кузова, копирование собственными руками брендовых обвесов. В общем, обычная история тюнера. Но суть в том, что в те годы в Европе с тюнингом на Селике было не очень хорошо, и Ромас начал все больше тянуться к Японии и погружаться в ее культуру. Параллельно народ с тех же форумов, то есть американцы и европейцы, начали просить повторить то и это, только уже на их машинах. Да, Ромас работает в основном на Западную Европу и Америку. Так, собственно говоря, и родился Dog Custom Works. Далее импорт машин из Японии, причем поскольку регистрация права руля запрещена, пришлось заниматься и перекидкой рулей, причем на тех машинах, которые для этого не предназначены. Увлечение Subaru, ну и тюнинг. Пара слов о былом и запомнившихся проектах. Сейчас зрители Hot Version услышат знакомые слова. Любимые проекты из всех этих тюнинговых, думаю, наши, это Пинки, как мы называем, розовая машина, Яши Factory. Тот самый развеселый Казуёси Акамура. Вообще у машины забавная история. Из Японии она попала в Америку, а потом в Литву. Изначально она была дрифтовой, в итоге стала кольцевой. Ребята ее полностью перебрали, а потом еще и поменяли кузов. Тем не менее, авто ездит уже 5-й год без каких-либо особых проблем. Все на том же двигателе и коробке. Ну а потом Остапа, то есть Ромаса, занесло. Ну а потом просто, не знаю, просто чересчур много, может быть, всякого было. Всякие машины и на дрифт, и на гонки кольцевые и так далее, так далее. Я просто устал от этого. Конечно, из-за возраста, потому что начинал, когда мне было 22. Сейчас чуть-чуть больше. Первой старой машиной стал вот этот Datsun, купленный в Штатах. Причем делал его Ромас принципиально не по американским шаблонам, а ближе к родным, японским, длинный нос и так далее. Результат оправдал ожидания. Народ стал обращаться к Ромасу именно с подобными проектами. Теперь в копилке его работ не только японцы, но даже, например, и британцы. Эти вообще отдельная история. Вы знали, например, что кузовные детали старых Роллс-Ройсов делались вручную и были индивидуальны для каждого экземпляра. То есть даже если вы взяли крыло от той же самой модели, к другой машине этой же модели его надо долго и кропотливо подгонять, либо вообще изготавливать самому. Кстати, хоть интервью и подзатягивается, не могу не вставить этот кусочек. Ромас же работает с машинами, привезенными и восстановленными или оттюненными в разных странах. Так вот его выводы. Самые ужасные работы, то есть те, которые надо переделать, всегда бывают американцы. И если машина еще пришла из теплого климата, то там будет вообще трагедия, там все будет зашпаклевано сразу на ржавчине, там никто не будет ничего делать. С голландцами было такие машины тоже, просто люди там импортируют машины, чтобы их продать поскорее. Так что если машина пришла в плохом состоянии, они ее по виду чуть-чуть сделали, что она выглядела получше. Если она не работала, сделали, чтобы она чуть-чуть работала. Все улучшает по чуть-чуть, но это вот улучшение всегда бюджетное очень. Японцы вообще все делают по-другому. У них мышление такое, чтобы хоть бы работало.
А если работает, это отлично. А как работает, то есть, чтобы хорошо все работало. А как сделано все, то и на скотче, и на двухполосной двухсторонний скотч, и провода просто под коврами здесь складанные, и то есть, так и покрашенные из аэрозоля, просто чтобы работало. И они как бы тоже не смотрят там ни зазоры, чтобы там они офигенно подходили. Просто машина выглядела хорошо, из 5 метров и на трассе, и все. И чтобы она ехала. По технической части японцы это умеют, то есть делать как бы все нормально, но если покопаться глубже, как сделано, то... Ромас у меня сразу ассоциировался с художником, человек полностью погруженный в свое дело, меньше бизнеса, больше души. У него реально золотые руки. Ромас умеет работать от и до с пластиком, карбоном, металлом, словом, абсолютно всем, что нужно для работы с машиной. Причем реально человека настолько свернутого, в хорошем смысле, на настоящих оригинальных деталях и всем остальном я в жизни не видел. Например, этот движок. Здесь нет ни одной новой детали, включая резиновые шланги. Все от и до восстановлено из деталей 70-х годов. Все диски, валяющиеся горами у него в мастерской, оригинал, он не приемлет копий. И та скрупулезность и внимание к мелочам, которые есть у него, лично у меня вызывает оторопь. Невероятно. Пробыв в 2 гаражах, рабочем и на так называемом складе, мы попрощались с Ромасом и отправились к еще одному безумно интересному человеку. Оказавшись в Принае, мы не могли не заехать к еще одной весьма легендарной личности, которая занимается раллийными автомобилями. Речь о Дариусе Бесявичусе. Кстати, по-моему, мы приехали по адресу. Кстати, насколько я знаю, это самая быстрая раллийная BMW в Литве. Увы, интервью взять не удалось, он был очень занят, так что придется поболтать за кадром. Итак, знакомьтесь, Дариус Бесявичус, он же Бесус. Человек своими руками у себя в мастерской, собирающий автомобили, если их так можно назвать. Для чего вы думали? Для Дакара, друзья мои. Некоторое время назад он построил несколько пикапов Hilux в категории Т1 для команды из Казахстана, а сейчас решил построить авто уже для себя, правда в категории Т2, но уже участвовать самостоятельно. Причем, как выяснилось из разговора, построить подобное авто дешевле, чем участвовать в самом ралли-рейде. Помимо своей дакаровской деятельности, он занимается еще и просто раллийными машинами. Например, этот раллийный Эвик он собирает под сдачу в аренду. А на этот Эво, приехавший к нему на обслуживание, Дариус махнул рукой, типа, обычная тачка, баловство это все. Баловство. 500 кобыл, подвеска, тормозилки. Машинка, кстати, сделана все теми же ребятами из Ground Virus. Жалко, конечно, что не удалось с ним поболтать подольше, но, увы, работа прежде всего. Такие интересные дела творятся в маленьком городке с населением всего в 11 тысяч жителей. Но пора было заканчивать. Впереди нас ждала Рига.